Всем привет! Друзья, мы продолжаем на канале видеопутешествия по историческому Харькову. Это уже третья часть наших ретро-прогулок, в которой вы увидите уникальные, редкие и очень интересные фотографии Харькова тех давно ушедших лет. Первые две части уже на канале, и если вы не смотрели их или хотите посмотреть еще раз, ссылки на первую и вторую части видеопрогулок по старому Харькову вы найдете в описании к видео, которое сейчас смотрите. Эти видео и фото далеко не просто любовь к старине или к истории. Это, наверное, некое воспоминание о прекрасной эпохе, золотом веке нашего города. Это попытка увидеть его глазами наших предков, оставшихся на фото в наших семейных альбомах. Увидеть то, что было дорого им, а вместе с ними и нам. Да и вообще это прекрасная возможность окунуться в прошлую жизнь нашего города. Итак, начинаем. Панорама улицы Екатеринославской, ныне Полтавский шлях в сторону центра города в начале 20 века. На фото пожарная каланча и Дмитриевский храм до частичного сноса. Плехановское трамвайное депо было построено в 1927-1929 годах недалеко от станции Харьков-Балашовский. В то время в городе начались масштабные работы по переводу трамвайного хозяйства на широкую полутораметровую колею. И Плехановское депо становится первым и единственным до 1930 года ширококолейным депо в Харькове. Улица Конторская в начале 20 века. На этом ретрофото можно увидеть Рождественский храм, который снесли большевики в 1932 году. Сейчас на его месте сквер Владиславы Черных. А вот на этом редком фото общий вид канатной фабрики. Район Новая Бавария, 1900 год. Автобусы Fiat 505F возле пожарной каланчи на улице Свердлова, ныне Полтавский шлях, 1925 год. В то время автобусы были закуплены для перевозки пассажиров в городе. А это еще раритетнее фото. Вид с Холодной горы в сторону центральной части города. В 1890-х годах. Хорошо видно храмы в центральной части Харькова. Раритетное фото площади Лазаря Кагановича, ныне Привокзальная, в 1932 году. Та же площадь Кагановича, только в 1955 году. С 1957 площадь стала Привокзальной. Фото начала 1900-х годов. Старая в правом углу и новая Азерянские церкви на Холодной горе. А это подборка фотографий Благовещенский базар или центральный рынок в начале 20 века. Железобетонный Нетечинский мост, старое название Рыбный, был построен в 1911 году по проекту архитектора голландского происхождения Льва Тервена. Пара весьма качественных фото улицы Екатеринославской, ныне Полтавский шлях в районе Лопанского моста начала 20 века. Перед вами кадры, снятые на строительстве дома номер 2 на площади Розы Люксембург, ныне Павловской. На фото конец 1920-х годов. Фото со строящегося ДК Ильича на перекрестке улиц 1 Китаенко и Лассаля, часть будущего проспекта Ильича, ныне Новобаварского. Давайте сейчас посмотрим на военный Харьков тех лет, в годы немецкой оккупации. Но перед этим обратим внимание на Харьковский ЖД-вокзал перед Второй мировой войной. Как вы знаете, в эту самую войну здание вокзала было почти полностью разрушено. Новый вокзал построили в 1954 году
При этом удалось встроить в него отдельные элементы старого, которые сохранились. К ЖД-вокзалу Харькова в этом видео мы еще вернемся. А на этих фото 1942 год. Немцы везут оборудование на электростанцию возле Кузнечного моста, чтобы возобновить электроснабжение в Харькове. На то время электростанция, которую построили в 1897 году, была первой и главной, которая питала весь город. Перед вами немецкий фотоснимок Гончаровки со стороны Нетеченской набережной. 1942 год. Хорошо видно сильно разрушенные дома и Гончаровскую греблю, а также разрушенный Дмитриевский мост. Также можно увидеть здание Госцирка, здание Залопанской пожарной части и ее каланчу. Район Холодная гора, вид на Озерянскую церковь, 1942 год. Пленные красноармейцы убирают последствия подрыва Холодногорского путепровода партизаном Караевым. Октябрь 1941 года. Торговля на Холодногорском базаре в период немецкой оккупации, в период 1941-1943 годов. После Второй мировой войны на этом месте были построены крытые торговые павильоны. На заднем фоне дом номер 114 по Полтавскому шляху, в те годы Екатеринославской улице. На фото последствия бомбардировки станции Новая Бавария, 1943 год. На заднем плане разрушенный пивзавод. Площадь Розы, Люксембург, сейчас Павловская. В первые дни немецкой оккупации, конец октября 1941 год. На заднем плане гостиница «Спартак», до революции Гранд Отель, стоявшая приблизительно на пересечении с Пролетарской Сергиевской площадью. Во время боевых действий серьезно пострадала и уже после войны была разобрана. Еще Харьков времен немецкой оккупации, 1942 год. На фото лето 1943 года. Вид на город с улицы Свердлова, ныне Полтавский шлях, в районе Верховского переулка и Холодногорского путепровода. Судя по всему, на месте домов на фото сейчас стоят пятиэтажки. Площадь Свободы, тогда Дзержинского, в 1941 году, в разгар немецкой оккупации. Здание на фото нынешний облсовет в своей второй конструктивистской итерации. Вид на старинный храм на известной Харьковской улице в годы немецкой оккупации 1941-1943 годов. Улица Заиковская, ныне Гольберговская, в районе Трехсвятительской церкви, 1942 год. Зима 1942 года. Вид на полуразрушенный дом проектов, будущий главный корпус ХНУ. В таком состоянии здание пробудет примерно до середины 1950-х годов, после чего его выполненное изначально в конструктивистском стиле переделают в сталинский ампир. 1942 год. Переезд в районе станции Новая Бавария. Соединял улицу Калинина и Плодовый въезд. Площадь Сергиевская. Она называлась так и во время немецкой оккупации летом 1942 года. Перрон Харьковского вокзала в 1942 году. А на этой фотоподборке состояние Харькова после освобождения в период Второй мировой войны. Улица Свердлова, в наши дни Полтавский шлях, в феврале 1943 года. Скорее всего, на фото люди встречают советские войска. Правда, ненадолго, всего на месяц освободившие Харьков. Центральная часть Харькова в первые месяцы после освобождения от немцев в 1943 году. 1943 год. На фото здание дворянского собрания на площади Тевелева, ранее Никольский, затем Советской Украины, ныне Конституции.
На снимке оно уже разрушено в результате многочисленных боев за город во время Второй мировой войны. После окончательного освобождения Харькова было снесено. Сейчас на этом месте находится пешеходная часть площади с памятником независимости Украины. Возвращаемся в далекое-далекое прошлое. На фото начало Екатеринославской улицы, Полтавский шлях сегодня, Лопанский мост, 1917 год. На этом фото прокладка трамвайной линии на Холодную гору в 1928 году. Район пересечения улиц Свердлова и Рылеева. Вид с Рогатинской левады в начале 20 века. Танковый парад на площади Свободы. В те годы площадь Дзержинского, 1937 год. Вид с Холодной горы на город. Фото 1853 года. Так эти места выглядели до 1868 года, когда тогдашнюю Екатеринославскую улицу пересекла железная дорога. На фото хорошо видна насыпь, при помощи которой был упрощен существовавший до того довольно крутой подъем на Холодную гору. Вправо и влево от насыпи Архиерейская левада, некогда болотистая равнина у подножия Холодной горы, которая затем и была отдана под прокладку железнодорожной магистрали. Друзья, обращаю ваше внимание, что фото показаны рандомно, не по годам. Поэтому год, когда сделано то или иное фото, не идет по порядку. И переносимся в 1930 год, пересечение площади Тевелева, ныне Конституции, с улицами Пушкинская и Короленко. На месте трехэтажного дома и еще нескольких в глубине сейчас красуется ТРЦ Никольский. Возвращаемся в 1918 год и видим вот на этом фото очередь на конный трамвай у главного входа Южного вокзала. Улица Екатеринославская, Полтавский шлях, в апреле 1918 года. На фото 1928 год. Строительство трамвайной линии, соединяющей площадь Розы-Люксембург, ныне Павловская, и улицу Клочковскую. Слева линия трамвая широкой колеи с Павловской площади в сторону Лопанского моста и улицы Свердлова, Полтавский шлях, проложенная в октябре 1927 года. К концу 1930 года трамвайная линия с Павловской площади к улице Клочковской и поворот с Лопанского моста в сторону Клочковской были уже проложены. На фото демонтаж здания кинотеатра «Маяк» до революции панорама Голгофа, авторства Бекетова, 1908 год постройки, и торговых рядов по Сергиевской площади. На Университетской горке ведется строительство нового химического корпуса Харьковского университета. На углу площадей Сергиевской и Розы-Люксембург начато строительство Центрального универмага. По состоянию на 1931 год здания торговых рядов и кинотеатра «Маяк» на Сергиевской площади были уже разобраны. Заканчивается наружная химического корпуса и продолжается строительство Центрального универмага. В 1936 году Сергиевская площадь была переименована в Пролетарскую. Снимок сделан из окна дома Павлова, сгоревшего 6 годами позже во время войны. Пролетарская площадь в 1958 году. Идет строительство дома номер 2 на нынешней Павловской площади, тогда Роза-Люксембург. Кассовый павильон, ротонда стадиона «Металлист» в разные годы. Октябрь 1941, февраль 1943 и начало 1950-х годов. Улица Сумская в конце 1950-х годов. Зеркальная струя. На асфальте мы видим тень от ротонды в саду Шевченко. Как она выглядела, увидите на следующем фото. Здание правее – бывший институт благородных девиц, в советское время институт культуры. Ну и сама ротонда и дом, снесенные в 1970-х годах при строительстве Харьковского национального академического театра оперы и балета. Уникальное фото «Работающий фонтан» возле нового цирка.
лето 1975 года. И еще уникальные кадры работающих фонтанов возле нового цирка, но уже 1983 год. Стадион канатного завода, он же Арсенал Бавария, Гелиос Арена, Новая Бавария, 1977 год. Вид улицы Свердлова, ныне Полтавский шлях, в направлении центра от Свердловского, ныне Холодногорского путепровода в 1967 году. Левее, на том месте, где сейчас находится ресторан «Макдональдс», можно увидеть дореволюционный жилой дом по проекту архитектора Бекетова. Приблизительно в 1971-1972 годах он был снесен путем целенаправленного взрыва. Дом торговли. Его история началась в 1967 году. Долгие годы он именовался универмагом и имел большую популярность среди харьковчан и гостей города. В 2012 году произошла грандиозная реконструкция здания. С той поры дом торговли имеет современный и авантажный вид. Вид с Университетской горки 1960-х годов. Осень на Привокзальной площади. Начало 1960-х годов. К ЖД вокзалу мы еще вернемся сегодня, а пока посмотрим на площадь Пролетарскую, сейчас Сергиевская, в 1960-х годах. Вид на дворец культуры канатного завода, середина-конец 1960-х годов. А это 1953 год, площадь Тевелева, ныне Конституции. На Харьковском автовокзале, 1958 год. Харьковский аэропорт в 1958 году. Вид снаружи и внутри. Трамвай номер 19 на улице Свердлова. Современный Полтавский шлях. В конце 1953 – начале 1954 годов. По маршруту улица Рылеева-Залютина он курсировал именно в данном временном промежутке. На фото нынешняя улица Полтавский шлях в районе дома 57/59 и дома быта, стройплощадка которого видна на фото, 1960-е. Вернемся на 10 лет назад, в середину 1950-х. И посмотрим на знакомую нам площадь Лазаря Кагановича, сейчас Привокзальная. Та же Привокзальная площадь в 1950-х годах. На фото 1967 год. Трамвайный и троллейбусный круг еще на Привокзальной площади. А на этом фото конец 1970-х. Трамвайный круг уже на нынешнем месте. Его перенесли во время строительства метро. Наш родной Южный вокзал в 1986 году. А это уже начало 1990-х годов. Все та же Привокзальная площадь. 1989 год. Интересное и уникальное фото. Оно сделано на Южном вокзале. Суровая реальность того времени – Челноки. На этом фото 12 июня 1987 года. Тогда грузовой поезд из-за отказа тормозов врезался в хвост пассажирского поезда номер 676 Херсон-Харьков, который стоял на станции Люботин. Последствия вы видите на фото. 2 человека погибло, больше 10 было ранено. Улица Котлова, сейчас Большая Панасовская, в 1962 году. Район ДК железнодорожников и спорткомплекса «Локомотив», который на момент съемки этого фото не был построен. Площадь возле ДК Ильича, сейчас ДК Бавария,
начала 1960-х годов. Проспект Гагарина. В конце 1972 года. На переднем плане строящийся дом номер 72, в котором размещался легендарный магазин «Чайка». На заднем плане дом номер 90. А это уже 1981 год. Тот же проспект Гагарина. Дома с нынешней нумерацией 41А, 43А, 45А. Сейчас вид на них заслоняют дома 41/2 и 43, построенные позже. На фото также можно увидеть Плехановский переулок, там где трансформаторная будка, который тогда доходил от одноименной улицы до Гагарина. Станция метро улица Свердлова, с 1995 Холодная гора. На фото первые дни работы станции, август 1975 года. Вид на многоэтажки по улице Холодногорская, 3 в начале 1970-х годов. Можно увидеть стройплощадку метрополитена, дома по улице Свердлова, Полтавский шлях 152, 156 и 155. Рынок «Сказка» и дом номер 148/2 отсутствуют. И снова знакомая нам пролетарская, ныне Сергиевская площадь. И начало улицы Свердлова, Полтавский шлях в 1981 году. Посмотрите, какое разнообразие транспорта: троллейбус, трамваи и автобус. На фото 13 июля 1980 года. Пронос олимпийского огня по улице Полтавский шлях, на то время Свердлова. Вид из окна дома номер 155, где сейчас магазин «Киевский». Кинотеатр «Салют», который открылся в 1971 году, не работает с 2004. Центральный рынок, 1971 год, на то время коммунальный. Все тот же центральный рынок, середина 1980-х годов. 1980 год на фото. Улица Клочковская в районе пересечения с Речным переулком и спуском Пассионарии. Трамвай выезжает со спуска. Октябрь 1985 года. Осуществляется пробивка спуска Пассионарии к свежепостроенному Новоивановскому новому мосту путем сноса зданий на улице Клочковской. А вот так еще 30-40 лет назад выглядела улица Клочковская до своей перестройки на стыке веков. Проезжую часть перенесли немного западнее за счет сноса жилых домов, как и трамвайные пути. На этих фото тот самый первый день города в 1987 году. Проходил он на Сумской в районе оперного театра и зеркальной струи. Немногие уже помнят, что День города в Харькове начали отмечать только в 1987 году. При этом изначально Днем Харькова считалось 20 сентября. В этот день от немецких нацистов освободили всю Харьковскую область. Ну что ж, друзья, на этом заканчиваем нашу видеопрогулку в историческое прошлое нашего города. Если вам понравилось, лучшей вашей благодарностью будут лайки под видео, подписка на канал и комментарии. Если видео будет популярно среди зрителей канала, обязательно будет продолжение. Благодарю всех за внимание. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч на канале.